Привет, друзья! Задумывались ли вы когда-нибудь, что находится за пределами того, что мы можем видеть? Что скрывается за последней звездой, за самой дальней галактикой, за всем, что мы называем нашей Вселенной? Это один из самых глубоких и захватывающих вопросов, на который человечество ищет ответ на протяжении тысячелетий. Вопрос о границах Вселенной, о ее бесконечности или конечности, о том, что лежит за ее пределами, будоражит умы ученых и философов. И сегодня мы вместе отправимся в это невероятное путешествие, чтобы попытаться разгадать величайшую тайну космоса. А в конце я расскажу о гипотезе, которая может полностью перевернуть ваше представление о реальности и о том, как мы воспринимаем окружающий мир. Прежде чем говорить о том, что за пределами нашей Вселенной, давайте разберемся, что же такое наша Вселенная. Когда мы говорим о Вселенной, мы обычно имеем в виду так называемую видимую Вселенную. Это область пространства, свет от которой успел дойти до нас с момента Большого взрыва. Представьте себе огромный пузырь, в центре которого находимся мы. Радиус этого пузыря составляет примерно 46,5 миллиардов световых лет. Да, не 13,8 миллиардов, как возраст Вселенной, а именно 46,5. Почему? Потому что Вселенная расширяется, и пока свет летел к нам, источник этого света удалялся. Но важно понимать, видимая Вселенная — это не вся Вселенная, это лишь та ее часть, которую мы можем наблюдать с Земли. За пределами этого пузыря есть еще много пространства, много галактик, много всего, что мы просто пока не можем увидеть, потому что свет оттуда еще не успел до нас дойти. Это как горизонт на море. Он кажется краем мира, но на самом деле вы просто не видите дальше. Одним из ключевых открытий 20 века стало понимание того, что Вселенная не статична, она расширяется. Галактики удаляются друг от друга, и чем дальше галактика, тем быстрее она от нас убегает. Это открытие, сделанное Эдвардом Хабблом, полностью изменило наше представление о космосе. Представьте, что вы печете кекс с изюмом. Изюминки — это галактики. Когда кекс подходит, он увеличивается в размерах, и изюминки отдаляются друг от друга, хотя сами изюминки не двигаются по тесту. Также и с Вселенной. Пространство между галактиками растягивается. Но что значит расширение для границ? Если Вселенная расширяется, то она, по идее, должна расширяться во что-то, верно? Вот здесь и начинается самая интересная и самая сложная часть. Итак, самый главный вопрос. Конечна ли Вселенная или бесконечна? И есть ли у нее вообще края? Давайте разберемся, какие есть варианты. Первый вариант. Вселенная конечна, но безгранична. Представьте себе поверхность воздушного шара. Она конечна, у шара есть определенная площадь. Но у этой поверхности нет края, нет границы. Вы можете бесконечно долго идти по поверхности шара, но никогда не дойдете до конца. Это так называемая положительная кривизна пространства. В такой Вселенной, если бы вы двигались достаточно долго в одном направлении, в теории вы бы вернулись в исходную точку, как если бы вы обошли Землю. Второй вариант – Вселенная бесконечная и плоская. Большинство современных данных, полученных с помощью реликтового излучения, показывают, что Вселенная, скорее всего, плоская. Это означает, что ее геометрия похожа на обычную евклидову геометрию. Прямые линии остаются прямыми, а сумма углов треугольника равна 180 градусам. Если Вселенная плоская и при этом бесконечная, то у нее нет границ, и она простирается во все стороны на бесконечное расстояние. Это самая популярная модель на сегодняшний день. Третий вариант. Вселенная конечна и плоская. Это тоже возможно. Плоскость не обязательно означает бесконечность. Представьте лист бумаги. Он плоский, но у него есть края. Однако это не совсем подходит для трехмерного пространства Вселенной. Четвертый вариант. Вселенная бесконечна, но с отрицательной кривизной.
Это как гиперболическая поверхность, похожа на седло. В такой вселенной параллельные линии расходятся. Она также была бы бесконечной. На данный момент самые точные измерения, например, с космического аппарата Планк, указывают на то, что Вселенная космологически плоская. А если она плоская, то, скорее всего, она бесконечна. Если Вселенная бесконечна, то вопрос, что находится за пределами Вселенной, теряет смысл, потому что за пределами Вселенной ничего нет. Она сама и есть все, что существует. Нет никаких снаружи для бесконечной Вселенной. Но если Вселенная бесконечна, то мы просто не можем это представить, и наш разум все равно ищет что-то за ее пределами. Поэтому ученые и философы выдвигают множество гипотез, пытаясь объяснить, что же может быть за границами видимого и даже невидимого космоса. Давайте погрузимся в мир этих гипотез. Первая мысль. А что, если там ничего? Самый простой и одновременно самый сложный ответ. Если Вселенная бесконечна и включает в себя все существующее, то за ее пределами абсолютно ничего. Ни пространства, ни времени, ни энергии, ни материи. Просто пустота в самом абсолютном смысле этого слова. Но даже такую пустоту очень трудно представить. Ведь мы привыкли, что пустота – это все равно некое пространство, просто лишенное содержимого. Здесь же имеется в виду отсутствие самого пространства. Идея вторая очень популярная. Мультивселенная. Это одна из самых популярных и захватывающих гипотез. Идея в том, что наша Вселенная – лишь одна из бесчисленного множества других вселенных, которые могут быть совершенно разными, с другими физическими законами, другими константами, другими измерениями. Следующая идея – это развитие идеи мультивселенной, пузырьковые вселенные. В рамках теории инфляции предполагается, что инфляция никогда не останавливается во всех точках. Она постоянно генерирует новые пузыри пространства, которые становятся отдельными вселенными. Наша Вселенная – лишь один такой пузырь в огромном, постоянно расширяющемся космосе более высокого порядка, который называется мультивселенной. Эти пузырьковые вселенные могут быть совершенно изолированы друг от друга, или же они могут соприкасаться. Еще одна удивительная концепция – мембранные вселенные. Согласно некоторым теориям струн и М-теории, наша Вселенная может быть браной, многомерной мембраной, плавающей в пространстве более высокого измерения, которое называется балком. От английского слова «балк». В этом балке могут существовать другие браны, которые являются другими вселенными. Возможно, иногда эти браны сталкиваются, и это может быть причиной большого взрыва в наших вселенных. Запомните этот момент. Это может быть одним из самых неожиданных объяснений зарождения нашей Вселенной. А как насчет параллельных вселенных из квантового мира? Это другой тип мультивселенной, связанный с квантовой механикой. Согласно интерпретации многомирового подхода к квантовой механике, каждое решение, которое мы принимаем, или каждое квантовое событие, порождает новую параллельную вселенную. Например, если вы подбросите монетку, и она упадет орлом, в другой вселенной она упадет решкой. Это приводит к бесконечному числу вселенных, где все возможные исходы реализованы. Следующая идея – это высшие измерения, скрытые от нас. Мы воспринимаем 3 пространственных измерения и одно временное. Но что, если существуют и другие измерения, которые мы не можем видеть или ощущать? Эти дополнительные измерения могут быть свернуты до микроскопических размеров, поэтому мы их не замечаем. Или же наша Вселенная может быть просто частью более крупной структуры в высших измерениях, а за ее пределами находятся именно эти невидимые нам измерения. И самая смелая гипотеза – черные дыры – порталы в другие вселенные?
Некоторые радикальные гипотезы предполагают, что черные дыры могут быть не просто конечными точками, а своего рода порталами или мостами в другие регионы пространства-времени, или даже в другие вселенные. Это очень спекулятивная идея, но она вдохновляет многих фантастов и ученых. Помимо фундаментального вопроса о границах Вселенной, есть множество других загадок, которые продолжают ставить в тупик даже самые блестящие умы. Эти тайны — это своего рода темная материя нашего научного понимания. То, что мы знаем, что существует, но пока не можем объяснить. Давайте приоткроем завесу над некоторыми из них. Загадка первая. Темная материя — невидимая хозяйка галактик. Мы знаем, что галактики вращаются слишком быстро, чтобы удерживаться вместе только за счет видимой материи. Существует нечто, что оказывает гравитационное воздействие, но не излучает и не поглощает свет. Мы называем это темной материей. Ее в 5 раз больше, чем обычной материи, но мы до сих пор не знаем, из чего она состоит. Это могут быть какие-то новые, экзотические частицы, которые еще не были обнаружены. Загадка вторая. Темная энергия, таинственная сила, расталкивающая Вселенную. Это еще большая загадка. В конце 90-х годов было обнаружено, что расширение Вселенной не замедляется под действием гравитации, как ожидалось, а наоборот ускоряется. Это ускорение приписывается таинственной силе, которую назвали темной энергией. Она составляет около 68% всей энергии и материи во Вселенной и действует как антигравитация, раздвигая пространство. Что это такое? Вакуумная энергия, изменение фундаментальных констант. Это одна из самых больших загадок современной физики. Загадка третья. Природа времени, что это такое и почему оно течет только вперед. Мы воспринимаем его как одномерную стрелу, движущуюся только в одном направлении, из прошлого в будущее. Но почему оно движется именно так? И почему оно вообще существует? Каковы его фундаментальные свойства на квантовом уровне? Существовало ли время до Большого взрыва? Эти вопросы остаются открытыми. Загадка четвертая. Начало Вселенной. Что было до Большого взрыва? Мы знаем, что Вселенная началась с Большого взрыва, точки чрезвычайно высокой плотности и температуры. Но что было до Большого взрыва? И что стало причиной самого Большого взрыва? Это вопросы, на которые современная физика не может дать прямого ответа. Некоторые теории предполагают цикличность Вселенной. Большой взрыв, расширение, сжатие и снова Большой взрыв. Другие, уже упомянутые мультивселенные, где Большой взрыв — это лишь локальное событие в гораздо более обширном космосе. Загадка пятая. Тонкая настройка Вселенной, случайность или замысел? Почему фундаментальные константы, такие как гравитационная постоянная, масса электрона и скорость света, имеют именно те значения, которые позволяют существовать звездам, галактикам и в конечном итоге жизни? Если бы они хоть немного отличались, наша Вселенная была бы совершенно другой, и, возможно, жизнь в ней была бы невозможна. Это поразительное совпадение приводит к вопросу: это случайность или за этим стоит нечто большее? Ответ на него может лежать в мультивселенной, где существует бесконечное число вселенных с разными константами, и мы просто живем в одной из тех, где возможна жизнь. Загадка шестая. Одиноки ли мы во Вселенной? Какова вероятность существования жизни в других уголках Вселенной? Если Вселенная бесконечна,
то вероятность появления жизни становится практически 100%. Мы пока не нашли явных признаков внеземной жизни, но это не значит, что ее нет. Вопросы о границах Вселенной, о ее природе и о том, что находится за ее пределами, неизбежно ведут нас в область философии и даже метафизики. Давайте поговорим о концепции, которая ставит в тупик даже самых великих мыслителей. Что такое ничто? Представление о полном отсутствии всего – пространства, времени, материи, энергии – является настолько чуждым для нашего разума, что его невозможно постичь. Наш мозг работает в рамках существующих измерений и законов. Переходим к следующей, не менее захватывающей теории – роль наблюдателя. Некоторые квантовые теории предполагают, что реальность формируется в результате наблюдения. Если это так, то какова природа ненаблюдаемой реальности? И является ли наша Вселенная лишь одной из множества реальностей, которые возникают из-за акта наблюдения? А теперь рассмотрим еще одну интригующую идею, которая звучит как научная фантастика, но имеет глубокие корни. Иллюзия реальности. Некоторые восточные философии и современные физические теории, например, гипотеза симуляции, предполагают, что наша реальность может быть не такой, какой мы ее видим. Что если Вселенная — это гигантская голограмма или даже компьютерная симуляция? Тогда вопрос, что за ее пределами, приобретает совершенно новый смысл. Это может быть код, сервер или другая реальная реальность, в которой создана наша симуляция. Конечно, это не просто пустые рассуждения. Ученые активно ищут ответы на эти вопросы, используя самые передовые технологии и методы. Во-первых, у нас есть космические телескопы, такие как Хаббл и Джеймс Уэбб, которые позволяют нам видеть самые далекие уголки видимой Вселенной, изучать первые галактики, формировавшиеся после Большого взрыва, и собирать данные о расширении Вселенной. Затем важную роль играет реликтовое излучение. Изучение микроволнового фонового излучения, эхо Большого взрыва, дает нам информацию о возрасте, форме и составе Вселенной. Именно благодаря ему мы знаем, что Вселенная, скорее всего, плоская. Далее в игру вступают ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер, которые помогают нам изучать фундаментальные частицы и силы, которые управляют Вселенной, и искать новые частицы, которые могут быть компонентами темной материи. Еще одно удивительное открытие – гравитационные волны. Обнаружение гравитационных волн, предсказанных Эйнштейном, открыло новое окно во Вселенную, позволяя нам изучать события, невидимые в электромагнитном спектре, такие как слияние черных дыр и нейтронных звезд. Возможно, в будущем гравитационные волны дадут нам подсказки о том, что происходило в первые мгновения после Большого взрыва. И, конечно, нельзя забывать о теоретической физике. Развитие теорий, таких как теория струн, М-теория, квантовая гравитация, пытается объединить все фундаментальные силы и дать единое описание Вселенной, которое может ответить на вопросы о ее начале, конце и о том, что находится за ее пределами. Итак, что же находится за пределами нашей Вселенной? На сегодняшний день самым научно обоснованным ответом является то, что если Вселенная бесконечна, а большинство данных указывает именно на это, то за ее пределами нет ничего, потому что она сама является всем существующим. Но это не отменяет невероятной возможности существования мультивселенной, где наша Вселенная — лишь один из бесчисленных пузырей или мембран. Тайны космоса, такие как природа темной материи и темной энергии, загадка времени и причины Большого взрыва, продолжают бросать вызов нашему пониманию. Мы стоим на пороге великих открытий, и каждое новое наблюдение, каждая новая теория приближает нас к разгадке этих величайших секретов.
А как вы считаете, действительно ли наша Вселенная бесконечна, или же существует нечто совершенно иное, что мы пока даже не можем вообразить? Какие гипотезы кажутся вам наиболее убедительными, а какие самыми фантастическими? Было ли у вас ощущение, что наша реальность гораздо сложнее, чем кажется? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Если вам было интересно погрузиться в эти невероятные тайны космоса, поддержите это видео лайком и подпиской. Это помогает каналу расти, а нам делать для вас еще больше классных видео о самых удивительных загадках Вселенной. До новых встреч на канале Космос и мы в бескрайних просторах познания.